Но я предложить хочу вступить в нашу коалицию. О, коалицию? Ты откуда такое слово знаешь? Так и как думаешь, ты готов сразиться с хранителем второго региона? Так а я давно об этом думал. Вперед! Обратно! Эй, ну как ты там, лолошка из первой серии? Еще не догадался, что тебя ждет прокачка экономики, обучение поселения, а самое главное, нападение долбанных шакалов, а? Я вот уже ощутил какая-то задница и понимаю одно. Нужна защита и... ресурсы. Ресурсы, пожалуйста. Давайте подметим, Глаз явно недоволен, что мы вовремя не отдали Эйдосы. Но зато у нас появился персонаж по имени Ивет, которая задается тем же вопросом, что и я. А зачем Глазу вообще что-то надо? Как говорится, копаем дальше. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в мастерская 47. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в мастерская 47. Сезон, в котором мы, ну, например, вон тот рынок построили. Надеюсь, нормально. Да, это были хорошие новости. А теперь плохие. На меня напали шакалы, я потерял Эйдосы, голос этой потери был будто раздражен и раздосадован, а самое главное, это была первая серия, когда экономика нашего поселения скорее упала. Ненавижу такое! Как минимум, деревья теперь далеко. Нам нужно что-то такое, чтобы добыча была близкой. Даже руды не осталось, просто по нулям. Но, скорее всего, потом я смогу менять ресурсы на рынке, поэтому давайте так. Оценим предыдущую экономически позорную серию как, знаете, вклад в будущее. Во. Теперь не так плохо звучит. Короче, как мне кажется, в начале каждой серии надо ввести правило: всегда проверять пищу, иначе кто-то умрет с голода. 700 риса. Вот пока нормально. Эфира тоже достаточно, версиформа, ну, более-менее. И у меня тут свободный фермер. Привет. Иди-ка добывай дикий рис. А как иначе? А как иначе, действительно. Привет. Что думаешь делать дальше? О, я не знаю. Надо накопить много эйдосов, иначе я не смогу перейти на следующий уровень. О, ну ты не переживай. Помнишь, мы договаривались, что ты можешь часть сдавать стульями. Да, я помню. Ну вот, уговор до сих пор в силе. А, ну, да, уговор в силе, я знаю. Но действительно, тебе все равно нужно много эйдосов. Как думаешь, что могло бы помочь тебе? Что могло бы стать толчком в развитии? Развитие — это прогресс, да? Именно. Так и как думаешь, ты готов сразиться с хранителем второго региона? Так а я давно об этом думал. Я еще самое главное думал, а как это делается? Да, готов. А ты как думаешь? Интересно, что он реально думает. Ловко ты. Хорошо. В этот раз скажу тебе свое мнение. Но впоследствии тебе нужно будет самому принимать такие решения. Ладно, я готов. То есть, я готов? Мне кажется, да. Ты уже можешь попробовать сразиться с хранителем. О, супер! Ура! Ну же, давай, покажи мне, каких высот ты достиг. Только сначала нужно накопить эйдосы. Ладно, накопить эйдосы. Но у меня мало эйдос. Хотя погоди, я же могу продавать на рынке столы, стулья, вот это вот все. Далее у меня эйдосы добываются в той стороне и могу что-то отклонить. Допустим, у меня устройство. Принять это 3 мозга, отклонить это 20 эйдосов, но еще 15 дадут, потому что в предыдущей серии я прокачал познание. Расчетливость увеличивает количество эйдосов при отклонении мысли на 15. Ну это ж хорошо. А, ну да. А еще мини-игры. Что? 'О, а это что такое там, наверху?'
Ты имеешь в виду большое и белое? Ну, видимо, да. Это облака. А зачем? Зачем они там? Зачем? Они вроде ни для чего не нужны. Они просто есть. Не знаю даже, что ответить тебе. Не знаешь? Ты разве что-то не знаешь? Ну да, бывает. Я думал, ты все знаешь. Почему ты так решил? До этого ты все ответы знал. Оказывается, все же это не так. О, Эй, ты разочарован. немного. Немного? Серьезно? Мне жаль. Ничего страшного. Я тогда сам узнаю, зачем они. Для этого тебе нужно будет научиться летать. Да, хорошо, я научусь. Что ж, целеполагание — это уже начало пути. То бишь ты не знаешь, зачем нужны облака? Это... Так это не ты создал этот мир? Ладно, чё я там? У меня 26 эйдосов, кстати, а фермер не работает. Почему ты не работаешь? А ну-ка. Уже бегу. Да, беги. Руды мне добывай где-нибудь вот здесь. Вот у меня тут рудокоп еще есть, привет. Где копать? Нигде не копать. Иди вот сюда, занимай здание плотницкая мастерская. И прямо сейчас будем создавать стулья, столы и стулья. Хотя не, погоди. Вот это мы все убираем и нажимаем Shift плюс LKM. Бам! Все. По идее, он будет всегда создавать только стулья. Это очень круто. Подожди, что? О, у меня тут кнопка появилась. Открыть карту? Типа теперь я могу делать вот так. Удобно. Такое ощущение, что меня к чему-то готовят, потому что так просто кнопки не появляются. Я думаю, вы все это знаете. Голос сказал, что облака просто есть. Такое может быть. Деревья нужны для эфира. Эйдосы нужны для развития мира. Формиксы нужны для строительства и защиты. Все для чего-то нужно. Хорош. Не слышал? Вроде нет. Как мне кажется, об этом надо говорить с Ивет. Это вот эта девушка без ног. И прямо сейчас, внимание! Я тут долго думал, что я делаю с устройством. Либо отклоняю и получаю эйдосы, либо принимаю, у меня прокачивается знание до 12-го, и наконец-то я могу взять филиал склада. Даже эйдосы есть, и не хватает вот атрибуты 12 мозга. Все добытые ресурсы прямиком на главный склад. Сочно. Наверное... Да, я принимаю. Фу. Я надеюсь, я не ошибся, и эйдосы прямо сейчас мне не понадобятся. Тем временем филиал склада... Хотя стоп, погоди, а что насчет работяги? Ну-ка, расширяет инвентарь работяги, а также повышает скорость передвижения. Эйдосы 65. Давай, наверное, не филиал, а сделаем так, чтобы они быстрее ходили. Просто 5 эйдосов я не буду сейчас тратить. И так, мне нужно 65. Блин, а я не могу ничего отклонить, да? Черт, у меня нет слов! Или все-таки... Вот, допустим, цветок. Он для чего нужен? Цветок, он красивый, приятно пахнет. И все что ли? Нет, я не верю. Хорошие мысли, кстати. Это реально хорошие мысли, чтобы потом развить такую более логическую цепочку. Ты молодец, Лолошка. Я недаром тебе мозги качаю. Спустя некоторое время, наконец-то, у меня появился стул, и да, я могу продать его за 1 эйдос. Так, здесь ничего нового не... Появилось? 75? Это что? Глаз Гласиарха. Слушай, этого точно не было в предыдущей серии. Ой-ой-ой, кажется, мы спойлер словили. Вот, допустим, Айтер. Айтер нужен, чтобы быть моим другом и слать подарки. Шарманщица нужна, чтобы играть на шарманке. Но зачем облака-то? Ого! Я смотрю, ты не отпускаешь эту мысль. Очень уж тебя заинтриговали облака, видимо. Ну, да. Я хочу знать. Это похвально. Вижу, твоя голова голодна до мыслей. Это значит, что когда ты откроешь второй регион,
ты сможешь пройти испытание. Испытание? Победить хранителя? Нет, я говорил про другое. Скоро увидишь. Помимо хранителя есть какое-то испытание? Так, погоди, а скоро это когда? Что? Да-да-да, мне же... Вот и ты. Привет. Да, привет. Уходи. Ну, да, опять же привет. Что ж. А ты вырос? Вроде нет. Выглядишь взрослее. Я сказать хотел, то есть попросить. Попросить прощения. Я в тот раз совсем потерялся, не знал, что делать. Я очень не люблю, когда плачут. Такое ощущение, что это моя вина, знаешь. Тебе, наверное, не интересны все эти оправдания, да? Ну, как сказать? В общем, я всего лишь хотел извиниться. Я сейчас уйду и больше не буду тебя беспокоить. Нет. Ого, как ты много и сложно думаешь. Я так не умею. Честно, я бы предпочел иногда не думать. Но остановить себя бывает очень сложно. Значит, ты не злишься, да? Нет, не злюсь. О, класс! Хочешь быть моим другом? Да, давай. Друзья, круто. Здорово. Только я все еще не знаю, как тебя зовут. Ой. Нет, это я не... Только не плачь. А ты забавный. Ничего страшного. Я уже придумал себе имя. Да? И как тебя зовут? Меня Лололошка. О, достойно. Да. Теперь я знаю, как к тебе обращаться. Слушай, Лололошка, я вижу, твой мир постепенно растет, да? Но помощь никогда не помешает, правда? Да, конечно. Я ни с кем этого не обсуждал пока, но я предложить хочу вступить в нашу коалицию. Как ты на это смотришь? О, коалицию? Ты откуда такое слово знаешь? Отлично, вступаю. Нет, это странное слово, мне не нравится. А что за коалиция? И что это вообще такое, да? Наша Лолошка, мне кажется, не знает. Что это? О, точно, прости. Коалиция — это союз, товарищество, группа существ, которые друг друга поддерживают. Мы ходим в гости друг к другу, дарим подарки, даем в долг. И все в таком духе. В общем, помогаем друг другу. Айтер, он тоже в коалиции? Айтер? Прости, я не знаю, кто это. Но у нас много других классных ребят. Ну так что? Как тебе идея? Да, коалиция, это круто звучит. О, замечательно. Правда, это еще надо утвердить у секретаря нашего. Но я думаю, мы можем его позвать прямо сейчас. А секретарь это кто? Это... Как бы тебе объяснить? Это наш ответственный. Он организует встречи, отправляет сообщения, контролирует, чтобы у всех все было хорошо. На него можно положиться. Правда, он немного ворчун, да, запомни. Ворчун? Угу. Ага, сейчас увидишь. Подожди, здесь? Кто? Ты куда? Это секретарь! Что, серьезно? Ты когда успел? Погоди. Все куда сложнее.
Так, Так. что ты там делаешь? У тебя вышка всего 2-го уровня. Ай, блин. Так, ладно, тогда я позову по своей. Но не факт, что он быстро ответит, правда. Ты подождешь, да? Да, подожду. Мне некуда уходить. И правда. Тогда давай, до встречи. Пока, ну. Стой, еще. Держи, пригодится. Спасибо. Да уж. У меня новый друг, Глаз. Новый друг! Недаром я согласился. Слушай, коалиция звучит круто. Это как клан, это как гильдия. Тут ведь самое главное, есть даже такие прокачки, которые звучат очень прикольно. Щедрая душа. Доставка подарков становится на 50% дешевле. Или, например, вот здесь есть какие-то улучшения. Вероятность получения подарка от других игроков. Подожди, игроков? Ладно, я не буду сейчас вдаваться в подробности, но звучит реально прикольно. Кстати, о вот этом глазе Гласиарха. Я долго думал, а чё же это такое? Потому что я как будто где-то это читал. И вот оно, познание. Эдровый ледник. Познание этого навыка призовет хранителя Эдрового ледника, Гласиарха, могучего ледяного гиганта. Как только хранитель будет повержен, Эдровому леднику будут возвращены краски, а также станут доступны строительство и дальнейшее улучшение региона. Эйдосы 100. То есть мне просто не хватает эйдосов. А ну-ка, ребят, сколько стульев сделали? 3! О, господи, как мало. А ну-ка, иди сюда. Где копать? Нигде не копать. Покинуть здание. Иди добывай эйдосы. Все, где это? Иди. Далее, фермер, ты тут? Привет. Посеять, полить? Не посеять, не полить. Иди отдавай ресурсы. У тебя нет ресурсов? Тогда сразу ты тоже иди добывай эйдосы. Вот сюда. Рыбаки, родненькие, здрасте. Рыбак рыбака. Не, давайте вы друг друга не будете, просто... Успеть бы. Успеем добыть больше эйдосов. Погнали. Все, каждый работяга, несмотря на свою профессию, занимается своим делом. Своим важным делом, хотел сказать. Добычей эйдосов. А я пока тоже подобываю. 1000 лет спустя, дамы и господа, я готов. Познание, Эдровый ледник. Бам! Все. О, ты уже? Что ж, удачи! Я уверен, ты сможешь победить хранителя 2-го региона. Так, а кто там? Ледяной гигант, да? А что делать надо? Мир? Вот оно! О боже, в краю зеленом теперь правит мороз, где плоть и травы заплатили свой взнос, и всех их любимых хлад жизни унес. Хранитель. И что мне делать? Недоступно. Мне... Погоди, прям туда надо отправляться? Типа туда надо идти? А могу ли я посмотреть через режим контроля? Так, получается, я сюда иду. О, блики не появляются. А вот здесь уже появляются. Получается, это где-то... здесь. Господи! Какая махина! Гласиарх! Слушай! Ну ладно, хорошо. О, погоди, население 6 из 6, чего? Это такое, у меня такого не было, это точно. Эй, ребятки, работяги. Рыбак рыбака. Да, 1, 2, 3, 4, 5. И чё, у меня где-то еще один? Погоди, реально, у меня на миникарте вот еще рудокоп. Что? А когда? Я не мог сделать 6-е население. Это что за бред? Не, ну ладно, короче, я не против, давайте всех берем. Ребята, прямо сейчас сдаем ресурсики. Теперь я всем нажимаю мобилизация. И теперь 5 ополченцами, дамы и господа, мы отправляемся в бой. Но, ладно. На самом деле я, наверное, тогда возьму еще вот этого. Рудокоп и тоже иди мобилизовываться. Из-под земли достану. Круто, у всех своя озвучка. И на нападение, и на добычу. Аккуратненько спускаемся и... Вперед, ребята! Атакуем! Господи, только, пожалуйста, никто не умирайте! Господи, это так страшно выглядит! Все, вперед! Обратно! Плевать на этого Гласиарха! Бегите! О, боже мой! Нет, хорошо. Мы тогда, наверное, как сделаем? Мы попробуем
потерять ополчение и наймем новых. Блин, ладно, хорошо, мне в любом случае это нужно делать. Мне, чтобы почистить население, придется их убивать. Давай, наверное, знаете, как мы сделаем? Чтобы он не атаковал всех, мы сейчас подгруппы сделаем. Типа вот так вот. Это одна группа. Что посадить? Вот так вот. Далее я нажимаю вот сюда. Ой, вот смотрите, видите, группа управления. Иконки нет. Видимо, разработчики не думали, что я буду группу управления так рано использовать. А нет, я буду. Первая группа здесь, вторая группа здесь. О, господи! О, господи! О, подожди, они все зарегенились. Они постепенно регенятся. Так мы можем тогда реально отходить и драться. Вот, видите? С разных сторон. Нет, стой! Бегите. Ребят, что-то вы как-то... Вы почти мертвы. Как-то вы не справитесь, как будто нет, вам не кажется? Все, ладно, у меня другая тактика. Валим, ребята! Бегите! Бегите, не умирайте, нет! О, боже, почти умерли. Нет, один погиб. Главное, что он не регенится. Тогда у меня новая тактика. Прямо сейчас вы идите сюда, регеньтесь. Я думаю, у вас все получится. Теперь нанимаем лучника. О, да. Он будет издалека этого гласиарха только так мочить. В этот момент мы можем кайтить удары и как-то постепенно отправлять по одному работяге. И вот он, господа и дамы, наш величайший лучник. Колченый лук готовы к бою! 15 дальность атаки. Да ты сейчас в одного! Реально в одного всех. Но он, кстати, медленный. Он ходит как обычный работяга. Короче, я не знаю. Ну, то есть у меня реально нет идей, как побеждать такую махину. Я примерно могу, наверное, представить, что мне нужен рекрут, который будет очень быстро бегать. Рекрут, он в целом дешевый, поэтому да, наймем, наверное. Придется убивать одним рекрутом и одним лучником. Не, ну рекрут быстрый. Он, мне кажется, будет так нормально бегать от этого гласиарха. Вот сейчас как будто можно попробовать. Поэтому давай. Вперед! Погнали, рекрут вниз. Лучник сюда. Давай. Все, молодец. Рекрут. Беги. Ой, молодец. Беги. Выполняю! Беги. Оп, нормально, мало урона, мало. Беги. Ай, больно. Но нормально. У тебя хорошая защита, слушай, ты вообще молодец. Но лучник идет, это плохо. Ай, больно. Так, все, лучником обратно. Нет, куда рекрут, господи! Выдвигайся! Это писец какой-то! Как тебя убивать, заразу такую? Так, вот сейчас он на лучника идет, но резко появляется рекрут. Ой, тихо, беги, сейчас супер удар! Ой, наверх закинул. Ну, нормально в целом, не против. Слушай, по-моему, хорошо. Все, беги. Лучник пока стреляет. Рекрут, ты должен жить, ты просто обязан жить. Так, сейчас снова на рекрута. Хорошо. Лучник, стреляй. Нападение! Нет, рекрут! Нет! Лучник! Пожалуйста, убей его! Лучник! У тебя все получится. Совсем немножко. Я тебе премию выпишу. Да! Боже. Сори, ребят. О, боже. Гласиарх повержен. Я еще никогда такого удовольствия от игры в Майнкрафт не получал, как будто. Это было очень круто. Красота какая! То есть это именно снежный биом. Вопросик. Босс. Цвет. Пипец. Регион. Какая красота, не правда ли? Да, это очень красиво. И это все результаты твоих трудов. Да. Что ж, иди, посмотри все поближе. Хорошо, там еще так много ресурсов выпало. Я такой довольный. О, смотри, так это получается ледяные пики. Оки-доки. Надо будет сейчас еще всех работяг обратно на работу отправить, очевидно. А пока что... Как будто здесь еще новые ресурсы появились. Такого раньше не было. Я тут все добывал. Стоп. Погоди. Новая вилка? То есть ты хочешь сказать, что я могу здесь еще одну ратушу впендюрить? Так, ладно, сначала сюда. Сейчас все это будет. Тут главное... Опа, ресурсики. Опа.
Глаз Гласиарха. Вот это не подбирается, а... Фига себе, туманчик. Ай! О, мороз! Морозная свежесть, черт возьми! Мега вопрос. Могу ли я глаз Гласиарха положить вот сюда? Да. А стул взять? Смотри-ка. Тоже да. Забавно. Оказывается, я могу складом пользоваться. То есть, по сути, на голове таскать вещи уже можно. Какая же красивая снежная локация. И тут так много новой руды. Так много деревьев. Эхе-хе, ресурсики. Осталось понять, где мы видели вопрос. Какое-то испытание. В момент загрузки локации я еще увидел какую-то огромную птицу. И летала она где-то тут. Но сейчас я ее, получается, нигде не вижу. А! А! Ты что делаешь? Тихо, 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 тихо. Что? Я не понял. Это что сейчас было? А что делать? Так, там зеленое что-то. Это фиолетовое? Всем привет. Блин, мне немножко не по себе, потому что это как будто какое-то закулисье. Где вот сейчас выскочит хоррор. Что это? О, голубое сердце. Я понял. Надо находить, куда вставить. Ну да, голубое сердце в красное, наверное, не вставить. Вот тут зеленое. Это вообще треугольник. При этом треугольник мы тоже уже видели. Это синее. Ну ладно, я попробую. Но нет. О, да, вот оно. Привет! На! Эй, мы молодцы! Идем дальше. Ого! Я сделал? Ну ладно, судя по всему, я сделал. Так, ну хорошо. А куда мне теперь? Обратно к началу? Или же куда-то в другую часть? Просто здесь так много этой беготни, я в шоке. Если вы думаете, что я стал мастером этого лабиринта, пока все это вставлял, то нет. Но давай, наверное, попробуем вот сюда пробежать. Да-да-да, потом налево. И вот там тупик. А, ну да, все еще тупик. Так. Вот это явно комнатка, которой не было. Всем привет. Оп. Что такое? Это слово. Это слово... Так, погоди-ка, давай, наверное, просто возьмем сейчас. Мышление. Мышление. Вот такая вот красота. Что ж, теперь я мыслю. Да, наша ложка теперь может не только разговаривать, но и конкретно вдумываться. Проводить те самые логические цепочки. О, я знал, что у тебя получится. Получится... Что? А! Стоп! Я говорю это не вслух? Вижу, ты уже начал осваивать новый навык. Не буду тебе мешать. Если понадоблюсь, ты уже знаешь, я всегда здесь. Да. Мышление, вот что значит. Напомню, что мне по-любому хочется отсюда забирать ресурсы. Что? Вот это мне нравится тем временем. Эй! Ложка! Эй! Ложка! Еще и искать эту мелюзгу. Ты кто такой? Как ты меня назвал? Что? Все, давай. Дурачья. Ай! Ну, идешь или нет? Какой неприятный тип. Я уже знаю, как к нему относиться. Я не позволю тебе обижаться. Или чтобы тебя обижали. Вот, кстати, вопросик нашел. Надо будет обязательно пойти туда. Но сначала наверх. О, вот и вы. Вот он. Ложка! Вот ты где. Мелкий, иди сюда. Ты точно нормальный парень?
Знаешь, я как бы хочу в коалицию, но думаю, да, Ай, я нормальный. Чак, ну, вот снова ты... А что? Что-то не устраивает? Не хочешь сам секретарем коалиции заделаться? Раз уж тебе не нравится, как я работаю. Посмотрю на тебя. Прости, Чак, я не это имел в виду. Ну так и все, помолчи тогда. Какой смешной. Так, короче, ты че улыбишься, Ой, ничего, просто так. Не, допустим. Тебя как звать там? Меня? Лололошка. О, да уж. Так, ну скажи, Лолошка, насколько ты хочешь вступить в нашу коалицию? Так, ну ладно, если откинуть эмоции, то хочу, очень хочу. О, если мне от этого что-то будет. Не? Ну ты даешь. Твой ответ принимается. Иначе для чего еще нужны коалиции, если не для извлечения взаимной выгоды? А подружиться мы с тобой еще успеем. Возможно. Так. Вроде нормальный парень, да? Думаю, мы можем его взять на испытательный срок. О, супер. Скажи спасибо Ану. Это в первую очередь благодаря его поручительству. Да, это я. Так, ну ладно, я пошел. Эх, там опять у Нелли какие-то проблемы. Давай, бывай, малой. Пока. Здорово, правда. Обычно Чак гораздо дольше допрашивает претендентов. Наверное, ты ему понравился. Слушай, а ты не против, если у тебя еще недолго останусь? Ага. Время у меня есть, а возвращаться вообще не хочется. Оставайся, да, без проблем. О, спасибо. Так. Тогда пойду осмотрюсь немного, да? Иди. Только ты не трогай ничего. Я тебе верю как бы. Вот если бы тут остался Чак, это плюшевая игрушка как будто какая-то. Так вот, если бы здесь остался Чак, я бы, наверное, за ним только так глаз да глаз. Но в то же время мне интересно, что ты будешь делать. Ану. О, Кстати, у него ведь реально имя Ану. Ну, по всей видимости, он будет просто ходить и осматриваться. Если я нажимаю по нему, то ничего не происходит. Смотрит. Бабочка. Как тебе бабочка? Глаз? Что скажешь? Ну ладно, давай, куда сейчас пойдешь? Ну-ка. рыба. Что? Ну, рыба, да. Забавный ты, Ану. Тем не менее, я напомню, режим контроля. Что? Подожди. А как мне? Работяга, 5 из 5. То есть... Ай, копать, 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 копать! Тихо, тихо, тихо. То есть я могу впендюрить туда просто новую ратушу, я понял. Ану продолжает смотреть на рыбку, а я тем временем веду в эти ледники рудокопа. Сейчас мы как делаем? Ратуша. И поставлю я ее... Блин, честно говоря, прям у вилки, наверное, нет смысла. Я поставлю вот тут посередине, так, чтобы не закрывать руду. Все, поехали. Минус весь версиформ, который у меня был. Но тут очень много версиформа, поэтому этот рудокоп справится. Та-дам! Население 5 из 10. О, да. Ой, так погоди, а я, получается, через вилку могу сразу и познание использовать. Йоу, как удобненько. Хочу на самом деле прокачать работяг. Вот оно. Повышает скорость передвижения. Бум! Расширяет инвентарь. Ну-ка, насколько теперь быстрее этот работяга стал? Привет. Иди. Ну, туда так туда. Да, у него скорость передвижения было 20, стало 27. Это явно поможет в добыче эфира и опять же в руде. Потому что это надо постоянно бегать им, ходить куда-то. А тут вот, добыл эти 4, сразу побежал, сдал. Собственно, как и я, сдаю вам эту серию. Ребят, я безумно надеюсь, что вам нравится то, что вы смотрите. Мне капец как нравится и играть, и наблюдать, и изучать. Чисто с геймплейной точки зрения, я без зазрения совести, вот прям максимально без приукрас говорю, это точно мой топ-1 сезон. Я обожаю стратегии. Сейчас, когда я дрался с этим боссом, я на несколько минут забыл, что я
ролик записываю, вы понимаете? Я настолько погрузился сейчас в стратегию, это такая редкость. Я прям без ума от счастья, когда записываю этот сезон. Надеюсь, эти эмоции как-то передаются вам. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки и подписки. Ну а так, увидим, что будет дальше. Если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка и Вторая Ратуша. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.